Всем привет! С вами снова Ангелина. Изначально я очень хотела записать это видео в разных локациях Дубая, но, как мы все знаем, к сожалению, ситуация резко изменилась, и мы вот уже неделю сидим дома с мужем на карантине. Но для меня это не повод откладывать запланированное и этому видео быть, но оно будет записано в такой вот уютной домашней обстановке в нашей квартире, и в нем мы поговорим с вами про жизнь в Дубае. By the way, if you don't know Russian, make sure to turn on the subtitles below. So let's get started! В этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы писали под моими постами в Инстаграме, присылали мне в сторис в Инстаграм про жизнь в Дубае и в Объединенных Арабских Эмиратах. И внизу в описании под этим видео вы можете найти тайм-коды и быстро перейти к интересующему вас вопросу. Итак, первый вопрос. Твои ощущения после месяца жизни в другой стране? Для меня этот месяц пролетел очень быстро. Первую неделю нашей жизни здесь у Аймана был отпуск, поэтому много куда ходили и ездили. А потом я сконцентрировалась на поиске работы, сходила на единственное собеседование, после которого меня сразу взяли на работу. Так что в этом плане мне очень повезло, и я нашла работу здесь относительно быстро. И уже с середины марта я должна была начинать работать, но, как вы знаете, в связи с коронавирусом ситуация резко изменилась. У нас стали закрывать общественные места, стали закрывать кинотеатры, парки, пляжи. Поэтому я успела сходить только на ознакомительный тренинг для работников моей компании, и, слава богу, я успела подать заявление на рабочую визу. И вот уже 2 недели, как я сижу дома на самокарантине, и неделю назад ко мне присоединился мой муж, потому что государство приняло решение закрыть на время все аэропорты, а Айман работает в авиакомпании Emirates. Конечно, эта ситуация немного повлияла на мое восприятие первого месяца жизни здесь, в Дубае. Я очень рада, что до того, как начался рост коронавируса, мы успели много куда ходили, ездили, я действительно успела посмотреть город и познакомиться с ним поближе. Но в то же время я действительно расстроилась из-за того, что моя работа отложилась, потому что на тот момент я чувствовала себя отдохнувшей, мне хотелось поскорее окунуться в какую-то активную деятельность. Но в то же время я верю, что все, что не делается, делается к лучшему, потому что весь этот карантин и вся эта ситуация, она позволила нам с мужем продлить отпуск, провести больше времени вместе. И также у меня появилось время продолжить работать над своим большим проектом, анонс которого будет уже в апреле. И отвечая на вопрос, какие у меня вообще ощущения после месяца жизни в ОАЭ, я не могу сказать, что мне здесь неуютно или дискомфортно, или что после месяца жизни здесь я испытала какой-то культурный шок. Наверное, потому что я давно морально и психологически готовилась к этой поездке. Когда я ехала сюда, я знала, чего ожидать. И из плюсов мне здесь очень-очень нравится инфраструктура, то, как организован общественный транспорт, то, как здесь следят за чистотой и порядком. Еще, конечно же, это прекрасная погода, это большой плюс. Но в то же время я очень скучаю по своим родным, по своей стране. Кстати, привет тем моим родственникам, друзьям, знакомым, которые смотрят это видео сейчас. Вот, потому что, знаете, когда ты живешь в своей стране, для тебя все очень знакомое, уютное, и ты как бы находишься в своей зоне комфорта, но когда ты переезжаешь в другую страну, тебе нужно прикладывать больше усилий и тратить больше времени на привычные для тебя вещи в своей стране. То есть вот это может быть в первое время немножко сложно. Второй вопрос. Как в Дубае будут дезинфицировать улицы? Вообще, на данный момент в нашей стране зарегистрировано 611 случаев заражения коронавирусом, и, к сожалению, это число продолжает постоянно повышаться. Поэтому правительство решило предпринять серьезные меры для борьбы с распространением вируса, и у нас объявили масштабную стерилизацию. Изначально планировалось, что дезинфекция займет около 3 дней, с 26 по 29 марта, но недавно было принято решение продлить ее до 5 апреля. А происходит это все примерно так. И в связи с этим мероприятием каждый день мы получаем смс-ки от государства с
просьбой оставаться дома с 8 часов вечера до 6 часов утра, как раз в то время, когда в Дубае проводится стерилизация. Вообще у нас дезинфицируют абсолютно все общественные места, все магазины, в том числе общественный транспорт, включая метро. Именно поэтому у нас тоже с 8 вечера до 6 утра сейчас транспорт не работает. Но, в принципе, и ехать тоже некуда. Следующий вопрос. Если иностранец будет жить, работать в Дубае и достигнет пенсионного возраста, будет ли он получать пенсию? Мне кажется, этот вопрос касается вообще в целом соцподдержки в ОАЭ и затронул тут тему гражданства в том числе. Вообще получить гражданство в ОАЭ очень-очень и очень сложно. Если мы не будем рассматривать ситуации, когда женщина выходит замуж за гражданина страны или когда она рожает ребенка от него, и также исключим ситуации о получении гражданства за какие-то особые заслуги перед страной, то остается следующий вариант для иностранцев. Это прожить в ОАЭ 30 лет, внимание, 30 лет. При этом нужно, чтобы на тебе не было никаких судимостей, у тебя должен быть постоянный источник дохода, ты должен в совершенстве знать арабский язык. Это все дает тебе только право подать прошение о получении гражданства, то есть это не гарантия того, что ты получишь гражданство. И, как вы понимаете, исходя из всего этого, получение гражданства в ОАЭ – это вещь очень сложно достижимая, но здесь намного проще стать резидентом, достаточно просто найти работу в компании, и ты получаешь, фактически всегда компания тебе делает визу, она выдает тебе страховку, и ты получаешь карточку резидента страны, по которой ты потом можешь делать визу и свободно въезжать в ОАЭ. Но рассчитывать на пенсию здесь можно только если ты работаешь в какой-то крупной компании, которая имеет возможность тебе потом делать эти выплаты. И вообще здесь все на самом деле очень сильно в плане соцподдержки зависит от того, как ты устроишься и где ты работаешь. Интересный шоковый факт – это то, что в Эмиратах декретный отпуск длится только 3 месяца, то есть 90 дней. Это очень-очень мало с моей точки зрения, и это нельзя сравнить с несколькими годами, которые ты получаешь как бы в Беларуси. Поэтому многие люди, они приезжают сюда на пару лет, чтобы поработать, накопить денег и потом или двигаться куда-то дальше, или вернуться с накоплениями в свою родную страну. Следующий вопрос. Расскажи про разделение мест в транспорте на мужские и женские. Как это работает? Да, действительно, у нас передняя часть автобусов, она отведена для женщин, это как бы женская секция, и у нас даже есть в метро отдельная кабина для женщин. Но по сути нельзя говорить о разделении мест на мужские и женские, потому что есть как бы женские места и есть общие места, где могут сидеть как мужчины, так и женщины. То есть ты всегда сама выбираешь, хочешь ты пойти отдельно в женскую секцию или быть в общей. Но мне это разделение очень-очень нравится, потому что в час пик, особенно в таком большом городе, не очень приятно быть зажатой в общественном транспорте между мужчинами. Так что это очень хорошее изобретение и нововведение. И последний бонусный вопрос. Как складывается взаимопонимание с мужем в течение времени? Мне кажется, здесь имеется в виду после того, как мы стали жить вместе, после переезда и после того, как мы поженились. На самом деле, скажу честно, для меня фактически ничего не изменилось. Для тех, кто не в курсе нашей истории, мы познакомились онлайн. Мы 2 года встречались на расстоянии и только вот месяц назад съехались и стали жить вместе. Возвращаясь к вопросу, мне кажется, что очень важно до того, как вы поженитесь или до того, как вы станете жить вместе, провести много времени друг с другом и узнать друг друга как можно лучше, тогда потом просто будет меньше каких-то неприятных сюрпризов. Конечно, когда вы начинаете жить вместе, то в любом случае вы открываете друг друга с новой бытовой стороны, но мне кажется, что если вы кайфуете друг от друга, если вы уважаете друг друга, цените мнение друг друга, открыто все обсуждаете и обо всем говорите, то тогда никаких сложностей возникнуть не должно. У нас, если появляются какие-то бытовые неурядицы, какие-то споры, то часто мы просто обращаем это в шутку. Юмор здесь на самом деле очень помогает. И, как мне кажется, самый главный секрет любых успешных, гладких отношений – это постоянно говорить друг с другом, обсуждать разные вещи, не скрывать свои интересы, какие-то нужды друг от друга, и тогда все будет круто. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео, мне было очень приятно поболтать и пообщаться с вами. Если вдруг у вас есть еще какие-то вопросы о жизни в Дубае или в ОАЭ, которые я не затронула в этом видео,
Оставляйте их внизу в комментариях, я с радостью на них отвечу. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите знать больше о жизни в Дубае и в Эмиратах. Всем пока! Не скучайте там на карантине.